Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. В прошлом видео мы остановились на удивительной истории святой Гобнит, покровительницы пчел и пчеловодства, которая бежала подальше от семейных расприй на далекий остров на западе Ирландии, на остров Инишер, ища спокойствия и молитвенного уединения. Так вот, что же такое произошло со святой Гобнит, что полностью изменило ее судьбу? Ей явился ангел и сказал: «Иди и ищи то место, в котором ты увидишь 9 белых оленей. Вот то место и станет местом твоего воскресения». Место воскресения в данном случае можно трактовать как то место, которое указано самим Богом, где человек должен преобразиться и остаться навсегда. Почему именно 9 белых оленей? Да потому что 9 в кельтской традиции – это тройственная тройственность, 3 на 3, число полноты сакральности. Объясню, почему так. Если 3 – это основа кельтского мышления, потому что 3 – это такое число, которое обозначает полноту мира. А мир в сознании кельтов трехчастен, то есть небо, земля и иной мир, который под землей. Эту идею очень хорошо описывает кельтский символ трикветра, где 3 лепестка олицетворяют единство в 3 проявлениях. А получается, что 9 в кельтской символике – это 3 × 3. Это не просто гармония мира, а завершенная полнота, число перехода и мистического порога между мирами. А белый олень в кельтской мифологии, как и пчела, проводник из иного мира. В Ирландии и вообще в кельтской мифологии олени относились к категории так называемых fairy cattle, то есть волшебный скот, можно так это перевести. Но скот – это не в плане того, что кельты как-то приручали оленей, одомашнивали. Нет, они не одомашнивали оленей. Вообще это для них было настолько такое мистическое животное, что никому и в голову не приходило приручать оленя. Слово «скот» в данном случае означает именно парнокопытное животное. Олень как разновидность парнокопытного. В кельтской мифологии как раз-таки часто вот эти парнокопытные животные обретают некоторые волшебные свойства и становятся fairy cattle, становятся волшебными. А вот уже конкретно олени, их белый окрас и количество, что важно, 9 оленей. Все это, согласно кельтской мифологии, является признаками посланников из иного мира. В предыдущем видео я упоминала о том, что День Святой Гобнит идет за праздником Имболк, праздником весны и пробуждения природы. Так вот, иногда можно встретить такие утверждения, что у святой Бригитты, как и у святой Гобнит, были белые олени, вот эти самые, то, что она связана с белыми оленями. Объясняю, это уже более позднее проведение параллелей, которое встречается в популярных, а особенно в современных текстах. Вероятнее всего, это попытка объединить образы 2 знаменитых кельтских женщин, а возможно и влияние более поздних интерпретаций с заимствованием скандинавских мифов о белых йольских оленях. Но нет, ни у святой Бригитты, ни у богини Брит не было белых оленей. В этом плане мы не можем провести никаких четких параллелей между Бригиттой и святой Гобнит. Так что белые олени остаются фирменным знаком исключительно для святой Гобнит. Для ирландца VI века такая образность «белые олени» звучала однозначно и понятно. Речь идет о месте, которое отмечено иным миром. Это место выбрали не люди, а высшие силы. И Гобнит находит 9 оленей, пасущихся в местечке Балевурне, в маленькой деревне в западном Корке. По-ирландски Балевюрне переводят обычно как «деревня возлюбленной» или «место возлюбленной». Это поэтичное такое толкование названия местности. Таким вот образом его связали с покровительницей пчел Гобнит, как с той самой возлюбленной святой этих мест. Такой образный перевод, как вы понимаете, возник уже позже, а не при жизни святой. А буквально же Балевюрне переводится как «поселение женщины Мюрне». Мюрне – это такое древнеирландское женское имя, которое встречается в кельтских мифах и легендах, в том числе в Туата де Дананн. А новый вот этот поэтичный перевод служит лишь отличным способом подчеркнуть, кто в этой местности является самым почитаемым.
Там, в Баливурне, она остается и основывает свой монастырь. И здесь она также находит огромное количество пчел, поэтому пасеки и пчеловодство становятся также ее предназначением и хорошо вписываются в монастырскую жизнь. В Ирландии, кстати, пчелы были частью экономики, медицины и религиозной жизни. Существовали даже специальные законы о пчелах, называемые «бьех-врехе», что так и переводится «законы о пчелах», пчелиные законы. Это был свод правил, который регулировал, кто может содержать ульи, как делить мед и воск, и что делать, если пчелы уничтожили чужой улей или кто-то украл мед. То есть нарушение этих правил юридически считалось преступлением. Кража меда могла караться штрафом, а иногда даже упоминаются телесные наказания в этом своде законов о пчелах. Но это уже совсем такие редкие случаи. Но все же они имели место быть. Так вот, значит, для ирландцев того времени пчелы были важнейшей частью жизни общества, стратегическим ресурсом, а на их труд и продукцию имелось четкое законодательство. Пчелиный воск был важнейшим ресурсом. Из него делали церковные свечи, а также он использовался для печати. И мед, конечно же, он еще и мощный антисептик, он использовался как лекарство и был основным подсластителем до появления тростникового сахара. А также мед был основой для медовухи, одного из самых популярных напитков в Ирландии того времени. И именно в этом контексте становится понятна особая роль святой Гобнит как покровительницы пчел. Святая Гобнит в VI веке стала настоятельницей монастыря, то есть женщиной, которая управляла большим духовным центром, монастырской общиной. Это VI век, период раннего Средневековья, когда в остальной Европе женское монашество еще только зарождается. И в ее монастыре, месте убежища, исцеления и защиты, происходят различные чудеса, которые тоже описаны в письменных источниках. Как я уже говорила, цельного жизнеописания этой святой, несмотря на ее популярность в Ирландии, не существует. Но есть разрозненные упоминания об этой святой, предания, и в житиях других святых, современников святой Гобнит, также она упоминается, и про ее чудеса там говорится тоже. В некоторых письменных источниках святую Гобнит упоминают как Абигейл. И это неспроста. Это имя Абигейл тоже библейское, тоже из Ветхого Завета. Абигейл, согласно Ветхому Завету, была женой Набала из книги Самуила из Ветхого Завета. Она проявила смелость и мудрость, спасая свой дом от нападения. Вот так же и Гобнит. В житиях этой ирландской святой рассказывается, как она защитила монастырь в Баливурне от грабителей, когда, согласно преданию, она осенила улей крестным знаменем, и рой пчел вылетел и прогнал незваных гостей. В некоторых версиях письменных преданий улей и вовсе превращается в медный шлем, а пчелы – в воинов, и бегут на врага, защищая обитель. То есть получается, что библейское имя Абигейл, оно буквально отражает образ ирландской святой как защитницы своей общины. Это образ, который воплощает в себе смелость и заботу. Еще одно великое чудо, которое описано в преданиях об этой святой, это чудесное спасение обители от чумы. Когда в регионе начинается эпидемия, Гобнит проводит посохом по земле линию вокруг Баливурни, и болезнь не проникает в монастырские стены. Поэтому ее и почитают не только как покровительницу пчел, но и как защитницу от эпидемий и бедствий. В Баливурне до сих пор находится источник святой Гобнит. 11 февраля туда приходят многочисленные паломники. Считается, что вода помогает при болезнях кожи и глаз. И до сих пор рядом с источником святой Гобнит в Баливурне можно увидеть оставленные костыли и трости, символы исцелений. Люди, которые молились у святого источника и получали облегчение от болезней, особенно связанных с опорно-двигательным аппаратом, оставляли эти костыли и трости как знак благодарности. И это не просто местная легенда. Такая практика встречалась возле многих ирландских святынь. Здесь, среди холмов Корка, и поныне жива память о чудесах святой Гобнит. Пчеловоды в Ирландии до сих пор почитают святую Гобнит как свою покровительницу. А образ этой святой вдохновляет людей и в кельтских сообществах в других странах. Кстати, что касается имени святой,
Есть версия, что женское имя Гобнит связано с ирландским словом «гоб» – «рот» или «болтливая». А согласно другой версии, это женская форма имени Гобан, что с ирландского переводится как «кузнец». То есть помимо болтливости в этом имени скрыт образ мастера, творца, того, кто создает, будь то ковка железа или мудрые слова. Так что если соединить эти два значения, то можно представить себе Гобнит как такого словесного кузнеца, кто кует мудрость и чудеса своими словами и делами. Красивая интерпретация получается. История Гобнит – это идеальный пример того, как в Ирландии христианство шло рука об руку с кельтской картиной мира и говорило ее языком. Это мир, где ангел указывает путь и предназначение через белых оленей, где пчела – это не просто насекомое, а посредник между мирами, и где женщина VI века возглавляет духовный центр целого региона. Наследие святой Гобнит живет и сегодня, и не только в преданиях, которые бережно передаются из поколения в поколение, но и в живой традиции пчеловодства, в паломничествах к ее святому источнику, в памяти о ее защите и исцелениях. Святая Гобнит стала примером женщины удивительной силы в раннесредневековой Ирландии. Она настоятельница, она целительница, она хранительница своей общины. Служение и призвание святой Гобнит по божественному указанию свыше оказалось неразрывно связано с пчелами, символом, который позднее обрел глубокое духовное толкование, ведущее свое начало от кельтской мифологии. На сегодня все. Если понравилось это путешествие по раннему средневековью, не забудьте подписаться на мой канал. Впереди еще много интересных историй о кельтских святых и об их удивительных чудесах. До новых встреч!